Уважаемый господин председатель, дамы и господа, несколько дней назад в стенах этого здания прошел форум под названием «Саммит будущего». Россия с пониманием отнеслась к идее генерального секретаря о его созыве, поскольку кризис нашей организации углубляется, и с этим надо что-то делать. И мы честно включились в подготовку саммита, хотя, прямо скажу, особых иллюзий не питали. В современной истории ООН было много амбициозных мероприятий, завершившихся громкими декларациями, вскоре забытыми. Например, саммит тысячелетия в 2000 году провозгласил задачу освободить народы от бедствий войны. Спустя немногим более 2 лет Соединенные Штаты во главе коалиции желающих под смехотворным предлогом вторглись без мандата Совета Безопасности ООН в Ирак, страну, которая до сих пор не может оправиться от разрушительных последствий этой авантюры. Всемирный саммит ООН в 2005 году объявил о приверженности установлению справедливого мира в соответствии с принципами и целями Устава ООН. Это священное обязательство отнюдь не помешало США и их союзникам натравить тогдашнего грузинского лидера Саакашвили на развязывание в 2008 году вооруженной агрессии против народа Южной Осетии и российских миротворцев. А еще через 3 года НАТО организовало военную интервенцию в Ливию, разрушив ее государственность и подорвав стабильность соседних стран. В 2015 году саммит ООН по устойчивому развитию принял грандиозные планы в сфере борьбы с бедностью и неравенством. По факту они оказались пустыми обещаниями на фоне нежелания стран Запада отказываться от неоколониальных практик, перекачивания богатств всего мира в свою пользу. Посмотрите статистику выполнения обещаний по финансированию развития стран глобального юга и по передаче природосберегающих технологий. Как когда-то Кофи Аннан и Пан Ги Мун, нынешний генеральный секретарь выдвинул свою инициативу под лозунгом перезагрузки глобального сотрудничества. Лозунг прекрасный, кто же против? Но о каком глобальном сотрудничестве можно вести речь, когда Запад растоптал все те незыблемые ценности глобализации, о которых нам рассказывали столько лет со всех трибун, убеждая, что они обеспечат равный доступ для всех к благам современной цивилизации. Где неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, свобода слова, доступ к информации, добросовестная конкуренция на рынках по понятным и не меняющимся правилам. Генсекретарь говорит о глобальном сотрудничестве в тот самый момент, когда страны Запада развязали настоящую санкционную войну против доброй половины, если не большинства государств мира, а доллар, который нам рекламировали как достояние и благо всего человечества, грубо превращен в оружие. Более 60 лет продолжается торговая блокада Кубы, отменить которую требует подавляющее большинство членов международного сообщества. В погоне за все более эфемерной целью сохранения своего доминирования Вашингтон блокирует нормальную работу Всемирной торговой организации по разрешению споров и реформу Бреттон-Вудских институтов, структура которых давно не отражает реальный расклад сил в мировой экономике и финансах. ООН Запад тоже хочет превратить в инструмент продвижения своих корыстных установок. Как показал саммит будущего, нарастают попытки размыть межправительственную природу организации, сдерживаются давно назревшие перемены в методах комплектования секретариата, ключевые посты в котором сегодня фактически оккупированы и наследуются представителями западного меньшинства. Если уж генеральный секретарь призывает к перезагрузке глобального сотрудничества, то секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов. Вдохнуть новую жизнь в ООН еще не поздно. Но сделать это можно не с помощью оторванных от реальности саммитов и деклараций, а через восстановление доверия на основе уставного принципа суверенного равенства всех государств. Однако пока доверие подрывается, в том числе действиями Запада по созданию в обход ООН подконтрольных ему узких форматов для решения судьбоносных вопросов, таких как управление интернетом или определение правовых рамок использования технологий
искусственного интеллекта. А ведь эти проблемы затрагивают будущее всего человечества, и рассматривать их необходимо на универсальной основе, без дискриминации и стремления добиться односторонних преимуществ. То есть надо договариваться по-честному, с участием всех членов ООН, а не так, как готовился так называемый пакт во имя будущего, без единого пленарного раунда переговоров, на котором присутствовали бы все страны, а вместо этого работа велась под контролем западных манипуляторов. В результате пакт, еще толком не родившись, уже пополнил пантеон красиво сформулированных на английском языке деклараций. Такова, как ни печальна, судьба продуктов подобных всемирных саммитов, однако не лучше обстоит дело с выполнением резолюций Совета Безопасности, являющихся обязательными к исполнению. Чего стоит саботаж решений по косовскому урегулированию и Дейтонских соглашений по Боснии и Герцеговине. Но самым вопиющим примером остается заматывание в течение уже почти 80 лет консенсусных резолюций о создании независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Это не может быть оправдание актам терроризма, жертвами которых стали израильтяне 7 октября прошлого года. Но у всех, в ком еще живо чувство сострадания, вызывает негодование тот факт, что октябрьская трагедия используется для массового коллективного наказания палестинцев, обернувшегося беспрецедентной гуманитарной катастрофой. Убийству мирных жителей Палестины американским оружием необходимо немедленно положить конец. Должна быть обеспечена доставка в анклав гуманитарных грузов, организовано восстановление инфраструктуры, а самое главное, нужно гарантировать реализацию законного права палестинцев на самоопределение и позволить им не на словах, а на деле, как говорится, на земле создать территориально непрерывное и жизнеспособное государство в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме. Очередным кричащим примером террористических методов, как средство достижения политических целей, является бесчеловечная атака на Ливан путем превращения гражданских технологий в смертоносное оружие. Необходимо немедленно расследовать это преступление, но уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в средствах массовой информации, в том числе в Европе и здесь, в Соединенных Штатах, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности, как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты, так же, как они это сделали в ответ на неопровержимые доказательства их причастности к терактам на газопроводах «Северные потоки». Эти газопроводы, кстати, были прекрасным символом того самого глобального сотрудничества, о котором мечтает наш генеральный секретарь, а в результате их уничтожения конкурентоспособность Евросоюза в мировой экономике подорвана на долгие-долгие годы к выгоде Соединенных Штатов. На совести Запада и заматывание правды об организаторах многих других отвратительных преступлений, включая кровавую провокацию в киевском пригороде Буча в апреле 2022 года и серию отравлений граждан России в Британии и Германии. Секретариат ООН не может оставаться в стороне от усилий по установлению истины в ситуациях, напрямую затрагивающих глобальную безопасность, и обязан при этом безупречно соблюдать статью 100 Устава, действовать беспристрастно и избегать искушений подыграть отдельным государствам, тем более тем, кто открыто призывает не к сотрудничеству, а к расколу мира на цветущий сад и джунгли или на обедающих за демократическим столом и оказавшихся в меню. Нельзя забывать о послужном списке тех, кто требует выполнять свои правила от всего остального мира. Вторжение в Афганистан и бесславное 20-летнее пребывание там известной коалиции сопровождалось образованием Аль-Каиды. Прямым результатом агрессии против Ирака стало создание ИГИЛ. Развязывание войны в Сирии породило Джабхат ан-Нусру, ныне Хият Тахрир аш-Шам, а разрушение Ливии открыло шлюзы для проникновения терроризма в Сахаро-Сахельский регион и для миллионных потоков нелегальных мигрантов в Европу. Призываем всех, кто думает о будущем своих стран и народов, крайне бдительно относиться к
к новым авантюрам изобретателей этих самых правил. Крайнюю тревогу вызывают ставшие чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это вновь произошло вчера в Бейруте. Трагическое и неприемлемое развитие событий в арабо-израильском конфликте, в Йемене, акваториях Красного моря, Аденского залива, Судана и других горячих точках в Африке отражает неоспоримый факт. Безопасность может быть либо равной и неделимой для всех, либо ее не будет ни для кого. Понимание этой, казалось бы, простой истины в контексте европейской безопасности Россия годами пыталась внедрять в сознание Вашингтона, Лондона, Брюсселя, обуреваемых комплексами собственной исключительности и безнаказанности. Хотя они поначалу обещали не расширять НАТО, а в 1999 и в 2010 году подписались в официальных документах саммитов ОБСЕ под обязательством не обеспечивать свою безопасность за счет других, на деле Североатлантический альянс уже 3 десятилетия осуществляет геополитическую и военную экспансию в Европе, пытается закрепиться и в Закавказье, и в Центральной Азии, создавая прямые угрозы безопасности нашей страны. Сейчас то же самое происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда вползает инфраструктура НАТО, и где сдерживание Китая и России для сдерживания Китая и России создаются узкие военно-политические блоки, подрывающие инклюзивную архитектуру безопасности под эгидой АСЕАН. При этом Запад не только не вспоминает про глобальное сотрудничество, за которое ратует наш генеральный секретарь, а открыто в своих доктринальных документах жестко обвиняет Россию, Китай, Беларусь, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Иран в создании угроз своему доминированию. В отношении России объявлена цель нанесения ей стратегического поражения, почти как планировали Лондон и Вашингтон в мае 1945 года, разрабатывая еще до окончания Второй мировой войны операцию под названием «Немыслимая» по уничтожению Советского Союза. Тогда это держалось в строжайшем секрете, а нынешние англосаксонские стратегии своих замыслов не скрывают. Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности, опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия. Не менее бессмысленно заклинание западных хозяев Киева о безальтернативности переговоров на основе пресловутой формулы мира. Отстаивая этот обреченный ультиматум, Запад без стеснения апеллирует к уставу ООН, требуя обеспечить территориальную целостность Украины. Хочу напомнить, в том числе коллегам в секретариате, что устав не только про территориальную целостность. В самой первой статье устава провозглашено обязательство уважать принципы равноправия и самоопределения народов. Именно это послужило международно-правовой базой процесса деколонизации, который, кстати, еще предстоит довести до конца, как бы этому ни сопротивлялись французы, англичане и прочие бывшие метрополии. А в 1970 году Генеральная Ассамблея единогласно постановила в своей декларации, что все должны соблюдать территориальную целостность тех государств, чьи правительства уважают право народов на самоопределение и в силу этого представляют все население, проживающее на соответствующей территории. Подчеркиваю, это было единогласное решение Генеральной Ассамблеи после долгих лет непростых дискуссий. Нет нужды доказывать, что украинские неонацисты, захватившие власть в Киеве в результате поддержанного США и их союзниками кровавого госпереворота в феврале 2014 года, не представляли и не представляют русское население Крыма, Донбасса, Новороссии. Западные лидеры, по любому поводу одержимые темой прав человека, показательно молчат об этих самых правах применительно к российским действиям своих киевских клиентов. В свете такой забывчивости напомню еще об одном требовании той же самой первой статьи Устава ООН – уважать права и основные свободы любого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Права русских и сопричастных к русской культуре людей после госпереворота в Киеве методично истреблялись. Русский язык на Украине законодательно запрещен во всех сферах
образовании, средствах массовой информации, искусстве, культуре, даже в быту. Недавно принят еще один закон о запрете канонической Украинской Православной Церкви. Эти вопиющие нарушения закрепленных в Уставе ООН прав русских, наряду с угрозами безопасности России, да и всей Европы, которые исходят от киевского режима и тех, кто втягивает его в НАТО, являются первопричинами нынешнего украинского кризиса. Именно на их устранение направлена специальная военная операция, которая Россия проводит с целью защиты своей безопасности, настоящего и будущего людей на их исконной земле. Мы ценим искреннее стремление целого ряда наших партнеров продвигать из самых лучших побуждений посреднические инициативы. Ценим их конструктивную нацеленность на результат, в отличие от тупиковой формулы мира Зеленского. Призываем друзей в своих дальнейших усилиях учитывать в полной мере упомянутые мной факты о подлинных причинах нынешней ситуации. Без их устранения справедливого, опирающегося на устав ООН мира, не добиться. Реалистичный план урегулирования был изложен президентом Путиным 14 июня, когда он вновь убедительно показал добрую волю России к достижению переговорных договоренностей, перспективы которых были опрокинуты Киевом и его покровителями в результате госпереворота 2014 года, срыва Минских соглашений 2015 года и Стамбульских договоренностей 2022 года. Беспрецедентный уровень высокомерия и агрессивности западной политики в отношении России не просто сводит на нет саму продвигаемую генсекретарем идею глобального сотрудничества, но и все больше блокирует функционирование всей системы глобального управления, включая Совет Безопасности. Это не наш выбор, не нам нести ответственность за последствия столь опасного курса. Однако, если Запад не остановится, тяжелые издержки почувствуют все. Мировому большинству очевидно, что конфронтация и гегемонизм не решат ни одной глобальной проблемы. Они лишь искусственно сдерживают объективный процесс формирования многополярного мироустройства, который будет опираться на равенство прав больших и малых наций, будет уважать ценность человеческой личности, равноправие мужчин и женщин, право народов самим определять свою судьбу. Это, кстати, тоже цитата из Устава ООН. Равно как и принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств, подтверждение которого, к стыду членов нашей организации, было заблокировано США и их сателлитами на том самом саммите будущего при принятии соответствующего пакта. Выступая 18 сентября перед участниками 4-го Евразийского женского форума в Петербурге, президент Путин подчеркнул необходимость объединения усилий во имя устойчивого развития и всеобщей, равной и неделимой безопасности. Решать сложнейшие проблемы, с которыми столкнулось все человечество, можно только сообща, с учетом интересов друг друга. Запад должен это осознать и отказаться от неоколониальных замашек. Глобальный Юг и Восток все громче заявляют о своих правах на полноценное участие в процессе принятия решений по всему спектру международной повестки, что становится все более актуальным в ситуации, когда Запад планомерно разрушает им же созданную модель глобализации. Укрепляется роль межгосударственных объединений в Азии, Африке и Латинской Америке, в том числе Шанхайской организации сотрудничества, Африканского союза, Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Лиги арабских государств, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и других. Налаживаются контакты этих региональных интеграционных структур как между собой, так и с глобальным объединением БРИКС, что создает возможность для гармонизации подходов к согласованию механизмов взаимовыгодного сотрудничества и развития, неподконтрольных негативному внешнему воздействию и диктату. Все эти объективные процессы придется учитывать и в деятельности группы 20, где «семерка» уже не может заказывать музыку. Предстоит по-новому взглянуть на пути обеспечения безопасности в различных регионах, извлекая уроки из печального опыта функционирования НАТО-центричных моделей или моделей так называемой евроатлантической безопасности, которые Запад поставил на службу своим экспансионным замыслам. Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой, хочу это особо подчеркнуть, для всех государств и организаций нашего общего континента.
готовых работать сообща над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства. Этой теме будет посвящена международная конференция в Минске, открывающаяся 31 октября этого года. Мы не отгораживаемся от диалога с Западом. В июле по предложению России состоялись открытые дебаты Совета Безопасности по вопросу строительства более справедливого и устойчивого мироустройства. Считаем важным продолжать начатую дискуссию как в ООН, так и на других площадках. Более справедливое мироустройство, безусловно, предполагает расширение представленности глобального Юга в Совете Безопасности ООН. Подтверждаем нашу позицию в поддержку кандидатур Бразилии и Индии при одновременном положительном решении по известным инициативам Африканского Союза. При этом, разумеется, речи быть не может о дополнительных местах для западных стран, которые уже и так чрезмерно перепредставлены в Совете Безопасности. Уважаемые дамы и господа, в мае следующего года будет отмечаться 80-летие победы во Второй мировой войне, в ходе которой жертвами геноцидальной политики Третьего Рейха стали десятки миллионов человек, в том числе 27 миллионов граждан всех народов Советского Союза. У таких преступлений нет срока давности, как нет и морального оправдания тем, кто пытается сегодня обелять нацистских палачей, коллаборационистов и их нынешних последователей, будь то на Украине, в Прибалтике, в Канаде или других странах. Сегодня мир сталкивается с серьезнейшими вызовами, которые требуют объединения усилий, а не конфронтации и жажды глобального доминирования. Россия всегда будет стоять на стороне коллективной работы, на стороне правды и права, мира и сотрудничества в интересах возрождения идеалов, заложенных отцами-основателями. На это нацелена работа, созданная по инициативе Венесуэлы группы друзей в защиту Устава ООН. Его цели и принципы в полной мере сохраняют свою актуальность. Главное, чтобы все без исключения руководствовались этими принципами не выборочно, как бы выбирая из меню, а во всей их полноте и взаимосвязи, включая принцип суверенного равенства государств. Тогда, работая в пользу формирования честного баланса законных национальных интересов всех стран, мы сможем воплотить в жизнь записанное в уставе предназначение ООН – быть центром для согласования действий наций. Благодарю за внимание.